Блин, просто большой посыл всей системе образования в России. Ну, до этого хуй, да? Еще раз. Короче, хуй еще раз, да? Серега меня на 3 опередил сантиметра вроде. Да. Ну что, в путь, Путь? мой дорогой друг. И еще там было несколько позиций. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Gun and Spear, канал для настоящих ценителей природы, настоящих мужских увлечений. И сегодня с нами мой друг Андрей. Андрей – специалист в нейропсихологии, действующий психотерапевт, подводный охотник, рыбак, путешественник и просто отличный человек. Добро пожаловать! Здравствуй, Роберт. Здравствуй. Андрей, я хотел попросить тебя немного рассказать о себе. Мне 50 лет, живу 31 год в Германии, работаю психотерапевтом, своя практика. Занялся рыбалкой уже вот как больше 20 лет, также охотой, подводной охотой вот уже как более 7 лет. В какой стране живешь? Откуда родом? Так как мы разговариваем на русском, думаю, было бы интересно знать, откуда, где ты родился, где твоя родина историческая. Родился я на Северном Кавказе, возле города Нальчика. Прожил там 18 лет, и вот уже как больше 30 лет живу я в Германии. В Германии, возле города Штутгарт, работаю психотерапевтом уже много лет и занимаюсь рыбалкой и подводной охотой. Это мои центральные хобби, которые доставляют мне большое удовольствие. Я знаю, что ты большой путешественник. Я знаю, что ты уже сменил ни одного, так сказать, коня. Это, правильно сказать, кемпера, как мы его коротко между собой называем. То есть это дом на колесах. Ты много путешествуешь, знаю, что бываешь как и в южных, так и в северных странах. Хотел бы тебя попросить, чтобы немножко так освежить и твои воспоминания, и рассказать нашим, так сказать, зрителям про свое последнее путешествие на кемпере, на доме на колесах. Где ты был? Что ты делал? С удовольствием. На самом деле у меня план уже несколько лет такой. То есть я весной выезжаю по Европе, по южной стороне Европы. Потом в период лета мы летим с женой куда-то в какие-то страны, ну или едем куда-то. А осенью, как на данный момент, я еду в сторону северную, то есть Швеция, Норвегия. На данный момент я в Норвегии был, то есть я приехал к тебе в Швецию, и потом мы поехали в Норвегию на Лофотены, да, где мы прекрасно поохотились. Ну и сейчас на данный момент вернулись обратно в Швецию. Мы уже вернулись. Это было 7-дневное путешествие. 5 полноценных дней нырялки, 8 часов в гидрокостюме, Лофотенские горы, Лофотенский пейзаж, открытый океан, люры, сайда, палтус, к сожалению, не трофейные. Но сейчас, постфактум, как можешь рассказать, как наша прошла поездка на Лофотен, по твоему мнению? Что ты ожидал и что получилось? В принципе, что я ожидал, то и получилось. Дорога дальняя, да, это спортивная дорога получилась у нас. Поездка длилась 26 часов отсюда, с твоего места. Да, мы находимся в центре Швеции, и в середине между Осло и Стокгольмом. Да, то есть 1200-1300 километров где-то было, да? 1250 километров. Да, ну, так как ограничение в скорости плюс отдых в дороге, ну, вышло у нас 26-25 часов. На Лофотенах погода нас по большому счету приветствовала, была солнечная. Да. Что меня удивило, это горная местность, очень много гор, много радуг, очень красивые места. По подводной охоте
Вода была где-то 11-12 градусов, где мы ныряли. Видимость была от 4 метров до местами 11 метров. Да. По рыбе было много люра, очень мало трески. Ну, на данный момент, но это что нормально, да, в это время она придет пару недель позже, вся треска. Да. Мне казалось, что треска — это рыба весенняя, то есть это когда весенняя скра проходит, то есть это скрай, это весенняя миграция атлантической трески, и она идет между Исландией, Норвегией, если я не ошибаюсь, с Данией. И вот, по-моему, она весной будет находиться в этих местах, как раз-таки в Лафатенах. Я осенью даже не слышал, чтобы ее брали. На самом деле, я первый раз на Лафатенах был, я не знаю. Нет, ну я просто про себя думаю. Она заходит, по-моему, в Кристиансунд. Это как раз ее второй уже путь, это середина Швеции. Туда она заходит, по-моему, в ноябре. Угу. Да, ну, по факту не было этой трески, большой трески не было. Трофейной не было, мало было трески. А по палтусу, ну, нашли мы, видели маленьких палтусов. Пару палтусов взяли, которых можно брать, больше 80 сантиметров, но трофейных не было. Ну, может быть, они и были, мы их не нашли. Так можно сказать. Палтусовая охота – это много движения, надо искать его, двигаться по местности, да. То, что мы и делали, километры нагребли там, на ластах проходили. Да. Для тебя это была первая палтусиная охота? Для меня это была вторая палтусиная охота. Первая была на острове Хитре, или сказать Фроя. Ну, она была в один день, да. Ну, то есть это была та самая палтусовая охота, когда по песчанику бороздишь много там сотен метров, ищешь. Это то самое заведомое пятно, которое выглядит в виде ромба на песке, и ныряешь, да, при котором начинает сердце биться очень сильно. И... То есть для тебя это было уже не впервые? Да, это было второй раз. Здорово. Какой твой результат по палтусу? Трофей? Какой размер был того палтуса, который ты добыл? Ну, мой был единственный трофей до сих пор, это 80 сантиметров, 82 сантиметра. Ну и получается вес в районе 6-6,5 килограмм, да? От 6 до 7. Ну, в принципе, таких мы сейчас взяли на Лафатенах. Андрей, я знаю, что ты семейный человек, и для меня главный вопрос, это, в принципе, вопрос, волнующий, наверное, всех любителей свободного времени провождения на природе, людей, которые, в принципе, хобби считают как основную свою деятельность. Потому что я не видел ни одного наполовину подводного охотника, наполовину рыбака или наполовину путешественника. Ты отдаешься этому с головой. Так как ты человек семейный, мне интересно узнать, как ты распределяешь свое время или как ты вообще относишься к тому, что хобби захватывает тебя с головой, и во многом на семью ты не можешь уделить то внимание, которое должен был бы уделить. Я думаю, этот вопрос волнует многих. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому относишься? Ну, на данный момент мои дети уже как бы взрослые. Моему младшему сыну 24 года, старшему 27. Когда я начинал с рыбалкой, увлекся рыбалкой, естественно, я старался брать детей с собой. Я брал малышей с собой. С какого возраста ты это примерно начал? Ну, моему младшему сыну тогда было 4-5 лет примерно, да. Старался брать их с собой, и что было также для моей супруги позитивно, она могла на выходных отдыхать, да, так как я среди недели был в работе, она занималась с детьми, потом на выходных я выезжал на рыбалки, брал детей с собой, то есть это для семьи. Это, ну, иногда и жена, супруга это ездила со мной. Так что в этом плане, естественно, хорошо, если супруга это все поддерживает. Да. Ну, в моем случае мне повезло, супруга это поддерживала. Ну, и детям нравилось. Да. Ну, детям, естественно, природа это нравится. Повзрослее, когда они стали, они уже больше там с друзьями хотели находиться, чем ездить с папой на рыбалку, что тоже естественно, ну это какой-то период. В каком возрасте примерно пропал их интерес? Ну вот, наверное, когда пубертет начинается, это 14 лет. Да, в 14 лет это старший сначала сказал, папа, лучше я там с другом что-нибудь поделаю, с друзьями.
А младший потом, естественно, тоже в 14-15 лет. А какой сегодня возраст твоих детей? 24 младшему, 27 старшему. Ну и скажи мне, это от того, что ты их брал на рыбалку с 14 лет примерно, или там с 4 лет, извиняюсь, до 14 лет, как-то это сейчас повлияло? Ты заметил, что они заразились этими увлечениями? К сожалению, нет, или к счастью, не знаю как. Ну, оно есть как есть. Я думаю, еще не пришел тот возраст, когда их может это завлечь. Я думаю, это приходит, когда вот женишься, когда создаешь семью, тогда что-то охота, наверное, какой-то баланс создавать. Начинает нравиться одевать червяка на крючок, да? Крючок, да. Ну, было в моем случае. Это, я думаю, также они показывают интерес, иногда спрашивают: папа, когда едешь на рыбалку, может быть, поедем? Да, конечно. Да. Здорово. Ну, я думаю, это придет время, и они это тоже начнут. Сейчас дети взрослые. Когда последний раз был с детьми, уже зрелыми, на рыбалке или подводной охоте, на чем-то таком? Можешь вспомнить? На самом деле это пару лет назад. Да, это уже пару лет назад. То есть это как традиция? Нет, традиции, к сожалению, я не создал. Да. К сожалению, это была моя недоработка. Ну, в будущем можно наладить. Было бы желание. Слушай, ну мой вопрос вообще был более такой, что как ты умудряешься балансировать между своими увлечениями, хобби. Я знаю, что ты такой же увлеченный, настоящий охотник и путешественник. Я знаю, что это занимает много твоего времени. Как ты балансируешь это с семьей, семейные отношения, именно общением с детьми, общением с супругой? Если это сделать в процентуальном расчете, как много твое хобби занимает место в твоей жизни относительно общения с семьей, относительно общения с женой? Ну, раньше было по-другому, когда дети были маленькие. Сейчас процентуально это по-другому выглядит, чем раньше. Раньше я больше рыбачил. Ну, начально я начинал с рыбалки и брал детей с собой. Естественно, это было практически почти каждые выходные. А сейчас я выезжаю на охоту, это 2 раза в год, минимально. Ну, иногда 3-4 раза в год. Так как в Германии подводная охота запрещена, по месту я не могу охотиться. На рыбалку выезжаю также раз в 3 месяца. Да. Это на данные, последние года. Подводная охота в Германии полностью запрещена? Полностью запрещена. На море, на водоемах полностью запрещена. И какое для тебя ближайшее место, где ты можешь практиковать это? Ближайшее место — это Италия. Если с Германии по прямой линии ехать, это примерно 700 километров от места моего проживания. Потом Франция — это 1000 километров. Ну, Испания тоже 1000 с чем-то километров. Кроация примерно 900 километров. Ну, то есть ты находишься недалеко, в принципе, от средиземных теплых морей, где ты можешь практиковать подводную охоту практически круглый год. Да, если есть желание, круглый год можно где-то найти место, где заняться подводной охотой. Та же Дания наверх, если на север поехать, занимает примерно 1000 километров от меня. Слушай, мы оба, я знаю, что вот именно разделяем увлечение в рыбалке, разделяем увлечение в подводной охоте. Для меня, например, я как практикую зимой, это зимняя охота, весна и осень всегда для меня является периодом подводной охоты. И лето, естественно, это рыбалка, когда водоемы цветут, когда плохая прозрачность воды, и я перехожу на удочку спиннингом. Но если разделить это все как на какие-то ранги, для меня, конечно, номер 1 это подводная охота на сегодняшний день. Я думаю, со временем это все поменяется. Но если сравнивать, например, так как ты живешь в Германии, в принципе, в центре Европы, и был во многих теплых странах и холодных странах, я знаю, что для тебя, например, топ-3 страны для подводной охоты? Топ-3 страны. На первом месте это, конечно, Норвегия. Почему? Коротко. Потому что много рыбы и много возможностей. На втором месте это Франция, район Британь, или Британия, как по-русски. Да? И на третьем месте это Португалия.
да, если кому интересно, район, ну или город Пениш. Мне там очень понравилось, было тоже богато с рыбой. Это северная или южная Португалия? Это более северная, ну она как бы посередине, да, это выше Лиссабона, где-то 80 километров выше Лиссабона. Да. Мои топ-3. У меня на самом деле в интервью есть такой вопрос про последнее твое путешествие, приключения и веселая история с ним. Я бы, может быть, не погружаясь во все подробности, я знаю, что мы с тобой последнее приключение и твое переживание, в принципе, во многом веселое пережили вместе, но я хотел бы тебя попросить о нем рассказать. Твое последнее приключение, которое с тобой, так сказать, приключилось. Ну и в веселых тонах, может быть, какая-то веселая история, связанная с подводной охотой. Да, в подводной охоте, конечно, веселые истории. Ну как веселые? Сейчас на данный момент они веселые, да, тогда они были, может быть, не такие веселые. Постфактум, да? Постфактум, да. На самом деле у нас сейчас была поездка, мы были 5 человек. Компания уже проверенная, мы уже много раз были в подводной охоте. И сложенная наша команда, очень веселая, один смешнее другого, анекдоты и так далее. Да. Было очень весело, классно. Ну и мое, конечно, приключение, это то, что я умудрился потерять свой гарпун. Ну да, я насколько знаю, что это только половина истории, что ты потерял гарпун. Я так понимаю, ты потерял целостность гидрокостюма. Я насколько знаю, герметичность гидрокостюма тоже была нарушена. Ребята, да, осторожно. Да, это когда случаются аварии, когда человек думает, что он профессионал, да, он становится неосторожным и тогда совершает такие банальные ошибки, что мама не горюй, да. Но я умудрился из-за того, что я стрельнул очень активную рыбу, и она очень активно старалась что-то сделать, и я старался ее активно успокоить, и при этом умудрился себя поранить. Ну, чтобы было понятнее, да, подрезая рыбу, мы все всегда обязательно, это я считаю очень гуманно, когда человек добывает рыбу, она все еще бьется, она все еще пытается слезть с стрелы, мы всегда ее подрезаем, то есть делаем контрольный укол в голову, чтобы, так сказать, она больше не мучилась, и потом подрезаем жабры, чтобы выпустить лишнюю кровь, чтобы, опять-таки, это отразилось на качестве мяса. Я так понимаю, в процессе, когда ты пытался ей попасть в голову, нож соскочил, и ты умудрился... Да, даже это в голову я сделал укол, как бы так сказать, да, и уже хотел подрезать жабры, и при подрезании жабры она сильно рванула, дернула головой, и так как ножик был уже там, это пошло мне в грудь. Сейчас весело об этом вспоминать, все было замечательно. Да, к сожалению, или я не знаю, может быть, на счастье, чтобы еще раз туда вернуться, ты оставил там ружье. Да. В память об этом. Кто-то монетки бросает, кто-то ружье. Но мне понравилась твоя фраза, когда ты вынырнул без ружья, когда мы пробовали его достать, к сожалению, тщетно, оно утонуло на 30 метрах, и ввиду того, что там было очень темно, и, к сожалению, среди нас не нашлось профессионала, который мог бы нырнуть так далеко, глубоко. То есть мы пробовали до 20, но не нашли. Мне понравилась твоя фраза на лодке, я попросил бы тебя ее повторить. Поблагодарил Нептуна. Да, это благодарность Нептуну. Нептун решил взять подарок. Да, что ты сказал? Спасибо, что взял... Спасибо, что взял деньгами. Да. Я хотел бы тебя, как все-таки действующего психотерапевта и специалиста в сфере нейропсихологии, допросить или узнать у тебя. Хотел бы задать тебе вопрос, было бы правильно сказать. Как ты вообще относишься к таким мужским увлечениям? Так как ты сам являешься представителем, ярким представителем человека, который активно проводит свой досуг. И я знаю, что, я думаю, на работу так же, как и я, ходишь отдохнуть. Да, после выходных нам опять-таки нужны выходные. Да. Как ты вообще относишься к людям? Как ты вообще, как психолог, как психотерапевт вообще, с точки зрения психологии,
как ты можешь это описать? Это нормально, правильно, это неправильно? Чем это помогает? Какие это за собой несет последствия? Если ты мог бы как бы нам это объяснить. По природе мы люди, мы добытчики. Как мужчины, так и женщины. Мужчины, по большому счету, добытчики мяса, женщины – собиратели. Да. Наши предки вот уже тысячи лет как этим и занимались. Но человечество, оно создало такие профессии, где человеку это не дано этим заниматься. Да. То есть, моя профессия – это сидеть в кабинете и разговаривать с людьми. Да. То есть 4 стены, окно, и как-то это нужно приводить в баланс. Если только этим заниматься, это не удовлетворяет, может быть, человека в какой-то степени. И наш мозг создан так, что он будет искать где-то что-то, чтобы этот баланс привести в порядок. Поэтому в моем случае я вернулся к этим источникам моих предков, собирательства. Я также люблю очень собирать грибы, допустим, ягоды, и охота и рыбалка. Это дает мне возможность удовлетворения каких-то там потребностей моих этих. У нас есть генетика, в генетике сидит какая-то информация от наших предков, чем они занимались, и это приводит на каком-то нейробиохимическом фонде к тому, что у нас появляются какие-то желания, какие-то мысли, что-то делать. Кто-то занимается спортом, кто-то занимается рыбалкой, кто-то занимается охотой, кто-то занимается чем-то другим, да. Но все исходит из того, что мы хотим удовлетворять себя. Это, наверное, и смысл нашей жизни. Да? Да, нет, слушай, у меня к тебе вопрос. Так как ты сам яркий представитель этих всех увлечений, ты львиную долю своего свободного времени уделяешь конкретно путешествиям, охоте, подводной охоте, рыбалке. Рекомендуешь ли ты своим клиентам что-то из этого образа жизни? Рекомендуешь ли ты им посвятить себя этому собирательству и, так сказать, окунуться головой в свое прошлое, отдаться своим генам, чтобы как-то наладить, так сказать, тот баланс, который человеком был нарушен? Судя по твоим словам, все мы сегодня, живя в урбане, живя в городе, забываем немножко о наших корнях, о наших первоначальных потребностях, желаниях, увлекаемся добычей чего-то несъестного, я имею в виду добычей конкретно денег и других благ. Ты рекомендуешь ли как-то своим клиентам или твой досуг, твой образ жизни активный, охота, рыбалка, все путешествия, чем ты занимаешься, рекомендуешь ли ты как-то это своим клиентам для того, чтобы изменить? Я так понимаю, люди обращаются к тебе с проблемами. В том, чем мы сейчас занимаемся, находишь ли ты для них как лекарство от их проблем или нет? Да, по-любому. Я рекомендую своим пациентам, клиентам общаться с природой и в том образе, какой им нравится. Потому например? Например, это просто путешествие. Например, это прогулка по лесу. Например, это поход в горы. Да. Это не обязательно должна быть охота или рыбалка. Да. Общаться с природой, быть активно в природе – это обязательно. Да. Потому что наш мозг, наши предки, они всегда были в природе, с природой в активном контакте. И потребность нашего мозга в этом и состоит. Да. То есть мы живем в цивилизации, кто-то больше, кто-то меньше. У нас очень быстрые скорости, быстрые движения, очень много всяких звуков, да, очень много каких-то раздражителей, очень много людей вокруг, очень много этих
задач каких-то, то, что мы должны что-то. И это создает в области, в работе головного мозга большие вибрации, скажем так. И эти вибрации приводят к тому, то, что психика не выдерживает, приводит к истощениям, приводит к психосоматическим заболеваниям и даже телесным заболеваниям. Поэтому общение с природой, мозгу это все знакомо. Если мы, допустим, находимся в лесу, просто гуляем по лесу, для мозга это отдых, так как нету лишних шумов, нету лишних этих каких-то движений, и при этом мозг просто отдыхает. Сейчас в данный момент очень модное движение за права животных. Сейчас очень много веганов, вегетарианцев, людей, которые считают, что дерево это бездушное, а что-то другое душное, так сказать. Одно мы можем употреблять пищу, в другое мы не можем употреблять пищу. Ты ранее сказал, что во всех из нас, как в мужчинах, так и в женщинах, сидят добытчики. То есть у нас есть тот навык, тот ген, который мы унаследовали от своих предков, это быть добытчиками, добывать, так сказать, грибы, ягоды, рыбу, мясо и так далее. Сейчас конкретно, если мы описываем тех, кто просто гуляет по лесу, и тех, которые занимаются каким-либо промыслом. Вот как мы с тобой. Мы с тобой занимаемся промыслом. Сегодня мы гуляли в лесу, мы искали в нем грибы. Мы собирали ягоды. До этого мы были на подводной охоте. Мы опять-таки собирали различные виды водорослей, моллюсков, крабов. Добывали рыбу, испытывали адреналин и так далее. Если сравнить это просто с плаванием в воде, просто гулянием по лесу и так далее, я хотел бы узнать, ты рекомендуешь ли ты своим клиентам именно как раз-таки не просто быть на природе, а именно вернуть себе именно гены того самого добытчика, Это зависит которым ты являешься? Это зависит от человека, зависит от его ситуации, зависит от его проблем. Да. Некоторым, да, некоторым я говорю открыто, попробуйте с рыбалкой, допустим. Попробуйте, может быть, вас заинтересует охота. Может быть, подводная охота. Да. Но это, конечно, не всем. Да. Это зависит от человека и от его ситуации. Да. Каждый человек, мое мнение такое, каждый человек должен решать сам или найти то, что ему нравится. Да? Он должен начать понимать себя, что он хочет, да, свои потребности. У нас есть в психике механизм, он называется сублимация. То есть мы свои потребности, телесные потребности или же психические потребности, потребности мозга мы сублимируем, то есть подстраиваем под социальные нормы. Да? Допустим, у человека есть агрессия природная, скажем так, да? И у него есть подсознательное желание убивать. Да? Он может, допустим, стать охотником. Да? Человек приходит с проблемой, допустим, агрессия, и он это выливает на семью, допустим, на работе у него конфликты постоянные. Такому человеку, может быть, я бы посоветовал охоту, допустим. А это не кажется, наоборот, что это сделает его более жестоким? Само по себе добыча, лишение жизни и так далее. Я знаю, как многие к этому относятся плохо. Многие считают это вообще самобытным, первобытным и так далее. Поэтому, да, это очень индивидуально. На самом деле тут очень много факторов, которые нужно заметить. И, естественно, я так и не делаю, что так предлагаю что-то конкретное. Я предлагаю многие варианты или найти самому эти варианты. Да. Конечно, ты прав, может быть даже такое. Да. Я сам часто замечал, я правильно тебя понимаю, я сам часто замечал, у меня есть очень хороший друг, который занимается боксом, профессионально занимается боксом, мастер спорта международного класса. И
И познакомившись с ним, я познакомился с ним не как с спортсменом, не на каких-то соревнованиях, как-то я познакомился с ним в обычной жизни. И когда я узнал, что он был мастером спорта в том или ином виде спорта, я не мог догадаться. Я всегда думал, что это были шахматы. Или это было какое-то другое, знаешь, спокойное увлечение, потому что человек был безумно спокоен. Хотя бокс — это динамично, это кто-то может назвать мордобоем, я бы назвал это больше как фехтование, но тем не менее силовое, активное, агрессивное, это невозможно, соревновательное. Но он показывал, наоборот, себя очень спокойным, очень эмоционально сдержанным, не выплескивал никогда там свои эмоции и так далее, так далее. Я правильно понимаю, что ты также считаешь, что люди, занимающиеся охотой, добычей и так далее, то есть делает это их более спокойными, менее агрессивными? Абсолютно. Но это не можно сказать, то, что всем людям так. Мы знаем также и спортсменов, очень известных, Макгрегор, допустим, Макгрегор, как его? Да, Макгрегор. Макгрегор, который вроде бы и спортсмен, но выплескивает свои эмоции и в барах и так далее на людей, не занимающих также, даже спортом. Да? Ну или есть даже, которые женщин бьют спортсмены, да? И детей там, да. Есть везде. Поэтому большинство, спорт, охота, добычество, там, рыбалка, что бы это ни было, она успокаивает. Так это контакт с природой, контакт с самим собой. И это дает, по большому счету, позитивные результаты. Но есть, конечно, и другие. Андрей, ты человек практичный, действующий психотерапевт. Но тем не менее, я хотел бы узнать тебя, как ты относишься вообще к энергетике человека? Увлекаешься ты йогой, делаешь ли ты какие-то асаны? Шучу, конечно же. Но считаешь ли ты, что у человека есть какая-то энергетика, которую мы не видим, и может ли он на нее как-то воздействовать? То есть эти увлечения как-то энергетически могут нас подпитывать, и от этого мы становимся как вампиры, нам надо больше и больше? Или ты считаешь, это просто тяга к первобытному? Ну, здесь, конечно, философический вопрос. Я на самом деле сторонник йоги. Для меня йога это Wissenschaft, это как-то по-русски сказать, это наука, да, это наука. Это мы, как в Европе принято йогу понимать, это какие-то физические упражнения, там ногу за голову и так далее, асаны, да. Ну или две ноги за голову, да. Ну, на самом деле это философия, это психология, это образ жизни, это тело, это мозг, это энергии, да. У нас есть разные энергии в нас, поэтому да, мы получаем энергию, ну, допустим, тело получает энергию, то, что мы кушаем и пьем, да? Мозг получает энергию от другого, тут душа от этого, ну, если человек в это верит. Да, на самом деле все очень комплексно. По большому счету человек, ну, как бы, человека задача обращаться с этими энергиями. Поэтому вот также назад к этой теме, профессия и хобби. То есть я работаю в своем кабинете, в моем случае, да, с клиентами. У меня один оборот энергии, он когда-то приходит, ну, истощается, да. Чтобы мне возобновить этот объем энергии, мне нужно сделать что-то другое, да, или пойти там в лес, погулять, спортом заняться, или что-то другое поделать, ну, или же охота и рыбалка, да, что-то другое, поэтому, и вот так вот это обмен энергии происходит, то есть истощается, наполняется, поэтому нужно следить за этим, и медитации, вот в йоге есть разные медитации, да, они позволяют восполняться этой, ну, разными энергиями и очень быстро. Интересно. Очень-очень быстро. На самом деле, да, я занимаюсь йогой, это, ну, не так, это комплексно по утрам, да, растяжка, какие-то упражнения, да. У нас центральная нервная система, то есть наш мозг соединен
ну, центральный нерв идет до копчика вниз, через позвоночник, и потом периферическая нервная система идет ко всем органам, там, ко всем мизинцу, до мизинца на ноге доходит, да. И из-за сидячей работы, из-за много стресса и так далее, мы, ну, во-первых, мышцы, они сжимаются, да, и блокируют нервы, да. Потом сидячая работа и так далее приводит к искривлению позвоночника, к блокадам, да, и так далее. Поэтому очень важно эти упражнения из йоги, чтобы нервная система была не заблокирована. Да. Также йога, если йогой заниматься, через вот эти медитации, медитация дает возможность какие-то психические блокады рассасывать, можно так сказать. Да. Ну да, я так понимаю, снимать эти блокады. Снимать блокады, да. Так что я бы это очень... Ну, я и советую своим клиентам. Ты сам это практикуешь и практикую, занимаюсь. И есть медитации активные. Мы сейчас заходим в эту тему медитация. Это моя любимая вообще-то тема, потому что есть очень разные, у людей разные понятия о медитации. Я должен сидеть так, я должен уйти куда-то. Нет, медитация это просто. Допустим, мы сейчас находимся в медитативном состоянии интервью. Да, допустим, да. Если я возьму какой-то предмет, начну, вот, допустим, стакан пива, начну за ним наблюдать, как оно тут все выглядит, как она на ощупь, это уже медитация. То есть есть разные медитации. Угу. То есть это не обязательно для нас не обязательно. Привычная какая-то поза лотуса, раздвинутые руки и поднятый подбородок. То есть ты в любом положении можешь медитировать. Да. А что ты делаешь в своей медитации? То есть, я так понимаю, тема для тебя близка. О чем ты думаешь? В медитации ни о чем не думают. То есть ты стараешься полностью не слышать внутренний голос? Игнорируешь тело, игнорируешь голос, ты наблюдатель. Медитация, ты наблюдатель, ты держишь свой фокус на чем ты хочешь. То есть, грубо говоря, на поднимающих пузырьках в пиве, правильно? Да, пример. Огонь, допустим, огонь, вода. Это вот два предмета, допустим, можно взять свечку и наблюдать за этим огнем. Или же, если есть камин, наблюдать за этим огнем. И вода, когда она капает, ну или водопад, очень... Кстати, мы его не наблюдаем сейчас. Да. На данный момент мы находимся дома. Андрей, я очень рад видеть тебя не просто как друга, а еще и как гостя. Мы с тобой вместе завтра собираемся на рыбалку. Послезавтра на рыбалку. Я знаю, что у тебя есть большие планы на Швецию. Это Ксандер. Правильно я сказал на немецком? Цандер. Зандер. Цандер. Сандер, да. То бишь судак. Судак. Да, мы едем на одну секретную речку. Мы обязательно постараемся добыть несколько трофейных судаков. Хотя, честно скажу, сезон достаточно-таки поздний, как и в грибах это сегодня себя проявило. Немножко осень наступила рано в Швеции. Обычно конец сентября, начало октября был достаточно-таки теплым временем. Я, например, могу вспомнить прошлый год, что мы еще охотились, а охота в Швеции начинается со 2 понедельника октября, что мы собирали активно грибы. И я помню, что была рыбалка, то есть, что было тепло. Но мы обязательно попробуем и расскажем вам. Да. Ну а так как сегодня мы находимся дома, прошу прощения за какие-то шумы. Дети, семья — это то, что, в принципе, наше первое, так сказать, не то чтобы увлечение, но наша первая потребность человеческая. Да. От нее мы отказаться не можем. Андрей, ты увлекаешься медитацией, спасибо, что он там рассказал. Ты увлекаешься путешествиями, ты увлекаешься охотой, рыбалкой и, так сказать, настоящим мужским интересом, то, что нам близко. Я хотел бы тебя спросить, ну, например, в каждом виде из этих активитетов или из этих активностей бывают какие-либо кумиры. Так как ты увлекаешься и тем, я не знаю, что на самом деле тебя больше захлестывает. Подводная охота или рыбалка, или все-таки твое увлечение кемперами, путешествия на доме на колесах. Твои кумиры. Мог бы ты назвать какие-то столбы, кумиры, то, на кого ты смотрел, то, на кого равнялся, чьи фильмы любил смотреть в YouTube, там, так сказать. За чьим блогом следил? Угу. Ну, на самом деле, самое большое мое увлечение – это моя работа.
моя работа. А охота и рыбалка, путешествие это чтобы создать баланс, создать какой-то баланс. Так как во мне, наверное, много генов добытчика, да, не просто человека, который сидит в кабинете. Ну, на самом деле, мне очень нравится работать с людьми, помогать людям, да, и я вот последние пару лет это делаю также в моих путешествиях. То есть я еду куда-то, там, скажем, в Португалию, в Испанию, и туда приезжают клиенты, да, на базу какую-то, где там. И я работаю как бы на природе, там, допустим, на берегу моря, океана или в лесу, в горах. Да. Приобщаешь людей, так сказать, тоже к этому, Да, правильно? да, это очень хорошо работает, это самый лучший вид успешной психотерапии, ну или терапии, это коучинг, как это можно назвать. Какие мои кумиры? Ну да, у меня были учителя, конечно, большие учителя, это философы, кумиры по охоте и рыбалке. Я раньше просто смотрел. Вообще, когда я начинал с рыбалки, я даже не помню, был ли тогда YouTube. По-моему, тогда и YouTube не было. Диалоги о рыбалке? По-моему, По РТР? что-то такое, да, наверное, с этого начиналось, да. Вел, по-моему, если не ошибаюсь, сам себе режиссер, который мужчина. Помнишь, вел передачу сам себе режиссер, он, по-моему, вел потом диалоги о рыбалке. Нет, такой мужик был крепкенький, помнишь? Он обычно сидел в рубашечке такой и что-то рассказывал, как они куда-то ездили. Да, по-моему, так и было, да. Но это очень давно, да. Ну, это первый телепередача. А с подводной охотой? На кого смотрел? Чьи видео? На кого равнялся? С подводной охотой, на самом деле, я поначалу вообще не смотрел. Так как я был рыбаком, я как-то увидел, что на одном месте, где я рыбачил и не мог не поймать рыбу, это было в Португалии, я увидел одного подводного охотника, который за 10 минут достал осьминога и рыбку. Да. И тогда я заинтересовался этой темой, а почему бы не попробовать. То есть самобытно, ничего не смотрел, просто взял и попробовал. Да. Я полетел на Бали, нашел там школу для подводных охотников. Они предлагали там фридайвинг и подводную охоту. Русскоязычная? Русскоязычная, да. А кто вел, помнишь? По фридайвингу было русскоязычное, по подводной охоте не русскоязычное. По фридайвингу он до сих пор там еще активный. Также он подводный охотник, это Кирилл Попов. Да, так что очень рекомендую. Он возле Бали есть остров Нуса Пенида, и он там, у него его база. Да. Кого можно добыть на Бали? На Бали там разное. Тунцы? Тунец. Как этих рыб там всех называют, Да, я даже ладно. не знаю. Ну, очень богатый выбор, да. Ну, на самом деле, это не для начинающих там охота, там серьезные это рыбы. океанская охота, марлины, я так понимаю, тоже есть? Да, там серьезные. И, ну, конечно, где коралловая рыба, там, допустим, она поменьше, да, может с этого начинать. Так что таких кумиров, то, что я там смотрел, я даже и не знаю, у меня, по-моему, и нету. Да. Не было? Да. Ну, интересно. Да. Я потом познакомился в Германии с ребятами, которые занимаются подводной охотой, и начал с ними просто ездить на подводную охоту. Ну, это наверное, в Норвегию, так я понимаю, правильно? В Норвегию летали, на Мадейру, ездили на Сардинию, в Испанию, то есть по Европе. Андрей, ты к нам приехал, я так понимаю, уже не на первом своем кемпере. Ты дал ему какое-то название? Да, его называют Протон. Даже на нем наклейка сзади. Протон? Протон. Звучит неплохо. Я сам недавно приобрел дом на колесах, точнее, как это называется, фургон на колесах. Честно говоря, я еще не испытал пока первый опыт, как в нем спать, как в нем быть, как в нем делать. Вот. Но, честно говорю, я был немножко в шоке от того, что как можно на 50 квадратных метрах умудриться разместить 4 спальных места, маленькую кухню, туалет
и при этом как бы чувствовать себя там комфортно. Роба, у тебя там нету 50 квадратных метров. 5-10, я сказал. 50, окей, Да, от да, 5 до 10. Нет, Да, 5-10 я как бы окрутил. Я знаю, что больше 5, но я знаю, что меньше 10. То есть он длина 4,60, марка Солифер, ну такой зимний. Я себе взял. Зимний, да. Да, я так понимаю, у тебя это не первый дом на колесах. Расскажи вообще, какой у тебя до этого был опыт и как ты к этому пришел? Путешествие и именно дом на колесах, что не в палатка, не, я знаю, как многие планируют свои поездки и бронируют отели в разных местах. Как ты пришел к тому, что вот возьму дом на колесах? На самом деле, да, я люблю природу и любил ночевать в палатках, путешествовать палатками. А потом я подумал, почему бы не попробовать на кемпере. И арендовал пару лет кемперы, да, чтобы понять, какой мне нравится из них, потому что есть много очень вариантов. Есть большие, есть поменьше, есть такие. Разные, в общем. У них внутри разные установки есть, потом разные марки, то есть... Какой у тебя был? Первый твой? Дом на Первый, колесах. который я арендовал, это Рено, и это был Ахорн. Ахорн, ну, то есть вот база, это Renault, а потом, которые кабину строят, и внутри это все устраивают, у них есть разные тоже. И вот эта фирма Ахорн, это наша немецкая фирма. Вот это был самый первый. Он был что-то Сколько мест 8 комфортабельный? метров, что-то на 6 человек он был. И мы только с моей супругой поехали на нем в Данию, мы ездили первый раз. Шикарно было, да, много места. Ну, я понял, это очень большой. Это... Мог ездить с обычной категорией? У тебя какая-то расширенная категория прав или обычная? Нет, на самом деле они до 3... Я могу с моими правами, это категория Б, до 7,5 тонн ездить. Этот был 3,5 тонн, то есть в моей категории. Обалдеть. Категория Б в Швеции у нас 3,5 тонны максимум. В Германии это 7,5 тонн? Было раньше, да, в мое время. Ну, мне не надо эти права как бы менять. А сейчас уже несколько лет до 3,5 тонн. Да. То есть, а потом расширенный надо иметь, А потом правильно? надо расширенный. Мне еще повезло в мои года, когда я делал на права, до 7,5 тонн. С ума разрешается. сойти, вот это да. Если взять, например, из тех машин, которые ты имел, ну, брал в аренду, я так понимаю, Рено был это первая твоя машина, первый опыт с семьей, с женой в Данию. А следующий автомобиль, который ты взял? Тоже был Рено и тоже Аха, но он был поменьше, 7-метровый, уже на 4 человек, тоже попробовал с большим багажником. А потом я попробовал поменьше фирмы, по-моему, это был Citroën. И Это на котором ты приезжал на Хитру, я так понимаю? Нет, это был другой, да. Обалдеть. Это был другой. На Хитру я приезжал уже с фирмой Adria. Это кемпер 7-метровый, тоже на 4 человек. У него была интересная внутри расстановка. То, что внутри можно было сидеть напротив друг друга. Ну, когда кушаешь, там сидишь, это отдыхаешь. Ну, мне он тоже был большой, 7 метров для меня, так как я по большому счету один езжу, супруга иногда со мной ездит, и иногда она прилетает, где я нахожусь, там в Португалии, во Франции, в Испанию, или вот как сейчас сюда она прилетела. Тебе в Швецию. очень повезло с супругой, что она разделяет твои увлечения и твои путешествия. Да, это очень повезло. Да. Ну и поэтому я сейчас взял себе поменьше. Вообще он в категории как бы van, да, и он 5 метров 40 сантиметров длиной, то есть я могу везде проехать практически. Я могу парковаться на любой парковке, то есть как нормальный автомобиль. Персональный автомобиль, грубо Как говоря. персональный автомобиль, я им пользуюсь как персональный автомобиль. То есть у меня нету больше машины, я на нем и путешествую, и по месту катаюсь. Слушай, ну это что интересно, как ты рассказываешь, ты начал с самого большого дома на колесах, и я так понимаю, постепенно ты сейчас перешел, я так понимаю, к самому маленькому представителю из домов на колесах. И есть еще меньше. Еще меньше? Есть еще меньше, Vans, да.
Ну, твой автомобиль, я так понимаю, твой вэн, в нем есть все, я так понимаю, и полноценная и кухня, и душ, и туалет, и спальные места? Да, Вау. до 4 спальных мест. 4 человека может путешествовать. 4 спальных места. Кухонка, туалет, душ. Все есть. Хотя вообще это очень странно. Обычно, судя по всему, что я имел в опыте, ты обычно берешь что-то маленькое, и потом наращиваешь, аппетиты растут, ты берешь больше, 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 а в твоем случае это наоборот. То есть с великого, наоборот, пришел к малому. Планируешь ли ты в ближайшее время еще менять дома на колесах, или ты доволен сейчас тем, что ты имеешь? На самом деле я сейчас доволен то, что у меня есть. Да. У нас в Германии проходит 1 раз в год большая, очень огромная, даже можно сказать, выставка домов на колесах, на прицепах, что я очень советовал бы тебе, Роберт, приехать также, где мы можем вместе С удовольствием пройти. Я туда ездию раз в год, уже вот последние года. Где проходит, в какое время? В Дюссельдорфе проходит в конце августа. Классно. Мы могли бы сделать обзор, кстати. Этого. Обзор там можно сделать. Выставка проходит, по-моему, около 2 недель. Вау. Да. Далеко это от тебя? От меня 350 километров. Обалденно. И там можно снимать все эти 2 недели. И Круто. все не снимешь. Так что, если есть желание у твоих подписчиков, мы можем это организовать. Мы посмотрим, интерес, пишите в комментариях. Было бы, может, круто сделать именно такой обзор. Так, Андрей, тебя как человека, который говорит «да» чаще, чем «нет», я попрошу быть объективным. И я задам тебе несколько блиц-вопросов, ответы на которые ты будешь давать по своему усмотрению, да или нет, или, по крайней мере, короткий ответ. Там, из нескольких слов, чтобы мотивировать свой ответ или объяснить его. Это блиц. Поехали. Веришь ли ты во Всевышнего Создателя? Да. Ты человек «да» или «нет»? Да. Я человек «да». Безоговорочно, без обстоятельств? Смотря на что. Проснулся психолог? Да. Понятно. Как относишься к деньгам? Деньги дают больше денег, больше возможностей. Интересно. Куда тратят мужики свои деньги? Ну, есть такой анекдот. Чем отличается маленький ребенок от взрослого мужчины? Чем же? Эти игрушки становятся дороже. Давай пробежимся немножко по кинематографу. Твоя любимая актриса. Сразу же скажу, что этот вопрос будет подразумевать как нашу, так и зарубежную актрису. Зарубежная. Наверное, Анджелина Джоли. Как банально. Ну, Окей. Из наших? из наших Гусева. По-моему... Блин, сейчас бы не ошибиться, но, по-моему... Ну, может быть, Гузеева, так будет проще? Не, подожди. Ну, Гусева мне тоже нравится. Подожди. Почему? Кстати, на мою супругу похожа. С супругой очень Я похожа. только что хотел сказать, она очень похожа на твою супругу. Поэтому моя любимая актриса. Ну, слушай, да, супруга твоя не сзади меня сейчас находится, надеюсь, нет? Ладно, следующий вопрос относительно актеров. Твой любимый актер? Наш и зарубежный? Зарубежный — это немецкий Тил Швайгер, американский Брэд Питт. Так, я имел в виду это советский, а не наш, это немецкий. Окей, хорошо. А наш актер, даже не знаю. Мне Харламов нравится. Он актер, да. Можем засчитать как актера. Ну, пусть будет Харламов актер. Ну, снимается же в фильмах. Снимается. Спору нет, даже сам снимает фильмы. Да. Любимая музыкальная группа? Наша и заграничная. Какую музыку ты любишь вообще? Ну, музыку я всю люблю от А до Я. Да. Ну,
На самом деле мне Scorpions нравится, это наша немецкая группа. Зарубежная, Да, засчитаем. единственный концерт, на котором я был в жизни, музыкальный концерт, да, Scorpion. Ты как из тех, которые там с кем-то поздоровались и потом руку не моют, чтобы там, знаешь, не Да, пропало да, ощущение. Ты на другие концерты поэтому не Я ходишь, после да? этого недели 3 не мылся. Ну, в принципе, даже. достойно. Да, Если честно, достойно, да. Скорпионс можно. А из наших? Из наших даже не знаю. Мумитроль, Дюна. Да, Мумитроль. Кстати, хорошо, что ты сказал. Да ладно. Мумитроль мне очень Илья нравится. Лагутенко, по-моему. Да пусть будет Мумитроль. Да, Мумитроль. Владивосток 2000. Да. Да. Следующая любимая книга. Алхимист. Автора можешь вспомнить? Алхимик. Автора можешь вспомнить? Бразильянец Пауло Коэльхо. Пауло Коэльхо, алхимик. Да. А из нашей литературы? Из нашей литературы «Война и мир». Это Грибоедов, который? «Война и мир». Да, это, наверное, вот моя самая. Блин, ты сейчас попал. Я извиняюсь перед своей учительницей русского языка и литературы. Это мой классный руководитель. Я не прочитал «Войну и мир». Я прочитал краткий обзор, чтобы мне хватило, в принципе, на уроке на 4 вытянуть и все. И, блин, просто большой посыл всей системе образования в России. Вы хоть сами когда-то читали что-то из списком, что задают детям читать на лето? Представляешь, нам на лето задали прочитать в классе, наверное, в 8-м, в 9-м «Войну и мир». И еще там было несколько позиций. Ты просто представляешь, «Войну и мир», несколько томов прочитать за лето ребенку. И еще таких же там 5-6 книжек. Мне кажется, если их вместе собрать, там, я не знаю, ни один снаряд не прошибет это количество книг, знаешь. И это надо было просто ребенку с 8 по 9 класса прочитать. Если хоть кто-то такой есть, пожалуйста, напишите. Это пипец. Я не... Ты читал всю школьную литературу? Сидит перед тобой. Всю читал? Да. Реально, то, что задавали там. То, что задавали, и больше. И ты прочитывал за лето всю ее? Роберт, чтобы ты представлял, я приходил со школы домой, я уже в школе уже почти что трясся, чтобы прийти домой и начать читать. Ты настолько любишь читать? Я быстро делал уроки и читал. И «Войну и мир» я, по-моему, там 4 тома было, я их, максимум 2 недели я их прочитал. Охренеть! Днем и ночью я читал. Ночью под одеялом с фонариком. То бишь, пока я Поэтому я хреначил палкой крапиву за сараем, ты, грубо говоря, читал книжки? Да. Ты буквоед, что ли, такой получается? Да, это такой наркотик, ты не представляешь. Снимаю шляпу. Не, реально снимаю шляпу, красавчик. На моем опыте ты, наверное, второй человек, который вот так вот глотает книги. Я, на самом деле, прям завидую белой зависти. Следующий вопрос. Любовь и чувство или холодный расчет? Можно чуть длиннее краткого? Да, тут без длиннее не обойдешься. Что такое любовь? Любовь и чувство или холодный расчет? Да, любовь, чувство, эмоции, холодный расчет. Все должно быть скомбинировано. Конечно же, любовь. Значит, тогда любовь, однозначно. Для тебя, я конкретно спрашиваю, для тебя или? Только любовь. Мозгами или сердцем? Сердцем. И чуть-чуть мозгами. Это ты, буквоед, говоришь сердцем все-таки? Да. Здорово. Слушай, тогда оконцовка. У меня топ-4 вопроса. Это даже больше не вопрос. Это я хотел бы, знаешь, чтобы можно было характеризовать любого человека, надо узнать его внутренний мир. Его внутренний мир легко познать через его увлечение или через его пристрастие. Поэтому я хотел бы спросить у тебя, есть ли у тебя любимая цитата и кто ее сказал? Так сказать, твое кредо. Есть, я забыл сейчас. Топ-3 сериала. Как заграничные, так и наши. Которые ты мог бы порекомендовать нашим зрителям, нашим подписчикам. Полицейский с Рублевки. Вау.
Еще раз напоминаю, с нами сидит действующий психотерапевт и мастер в нейропсихологии. Да, Полицейский с Рублевки. люблю расслабляться. Топ-3. Полицейский с Рублевки. Жуки. Вау. Третье, что еще было? Остров. Вау. А что такое остров, я не знаю. А что вау говоришь? Посмотри. Не, я просто не слышал, я поэтому спрашиваю. О чем сериал? Там, короче, это все комедии. Остров, там взяли, они насобирали команду, и куда-то там в Азин, говорю, ну где-то Бали, вот где-то там, да? Как это, Дом 2 типа, вот только на острове, да? Там у них задания, там всякие, они эти выполняют. Ну это реалити-шоу или сериал? Реалити-шоу они хотели снимать, но у них случилось так, что вся эта съемочная группа на корабле взорвались. А эти все, которых должны были снимать, они на острове. И из этого как бы произошел сериал, так я понимаю? Да-да, типа в реальном времени. офигительный, посмотри. Слушай, надо посмотреть, Ну, интересно. комедия такая, блин, на расслабон, да. Ну, интересно. И это были сериалы тогда? Это были наши отечественные сериалы. Да, у нас уже до этого звучала твоя любимая книга, зарубежная и отечественная. А в данный момент я хотел бы узнать топ-3 книги, которые ты хотел бы посоветовать нашим подписчикам. С точки зрения, как и активного подводного охотника, промысловика, добытчика, которым я тебя знаю, там полный морозильник рыбы тебя ждет в обратный путь в Германию. Ну и как, соответственно, психолога. Ну, на самом деле, по подводной охоте я не знаю, книг вообще. Нет, без разницы. Просто топ-3 книги, которые ты хотел посоветовать людям, как бы они позитивно повлияли на их мышление, может быть. Ну, вот на первом месте это мой любимый, это «Алхимик». Угу. Потом «Маленький принц». Экзюпери? Да. Потом я бы посоветовал книгу, ну, наверное, Дейли Карнеги. Я, кстати, тоже очень много в юности читал Дейла Карнеги. Именно «Путь к саморазвитию», именно... Блин, если не ошибаюсь, она у меня даже находится в туалетной литературе. Туалетная литература — это когда человек переходит в тот момент, что понимает, что его личное пространство, в принципе, оно помещается в 3 квадратных метра, где стоит белый трон, как я его называю. И у меня поэтому даже в туалете появилась сзади полка. Ты, наверное, ее видел уже, да? Да, там есть несколько книг. Вот, по-моему, одна из них, по-моему, Дейл Карнеги. Угу. Сейчас не вспомню. Я, наверное, не в том туалете был, там другие книги стоят. Это, наверное... 100 миллионеров, по-моему, да, было. 100 миллионеров. Да, и там должно быть Дейл Карнеги, да? Если я силу не забрала. Ну, она такая маленькая, синенькая, да. Хорошо. Последний вопрос. И это даже, знаешь, такой вопрос интересный. Ты представитель Германии. Ну, как представитель, ты там сейчас живешь, практикуешь, работаешь, твои дети живут там. Топ-3 самых дурацких германских закона. Ты мне недавно рассказывал, я не знаю, если это один из того топа или нету, что в Германии человеку можно собирать максимум 1 килограмм грибов в лесу. Для меня, как жителя Швеции и, в принципе, как и раньше жителя России, это смехотворно. Это правда или нет? Это правда. Тогда хочу от тебя топ-3 самых дурацких. Где-то в Америке говорят, штраф могут дать, если ты в тапочках по улице пройдешь. Да. Тогда топ-3 из Германии. На самом деле я так с законами не это. Ну да, эти грибы, да, 1 килограмм это максимум белых грибов, да? Белых. Тут Белых про белые грибов. Да. На все остальные грибы это не распространяется. Про остальные я не знаю, там именно сколько. Ну, я знаю, белый этот благородный гриб только до килограмма ты можешь, да. А может быть, что и всего, да. Я вот сейчас так в детали не вдавался, да. Естественно, я собираю до килограмма, ни грамму больше, да, не взвешиваешь свой пакетик перед тем, как из леса конечно, в выходишь. лесу, да.
И потом только выхожу и еду домой. Но это до килограмма в день, я так понимаю. До килограмма. Все, что больше килограмма, ты оставляешь и заново. Ну, на следующий день теоретически идешь. ты можешь отвезти домой, поехать назад и еще собирать килограмм. Ну, смешно. Да. Второй Какой закон, еще? наверное, такой: если у тебя свой дом и у тебя есть как бы площадка, да, заселенная травкой, Ну, да, газон или газон, лужайка, так сказать, перед да, домом. Да, это ты платишь налог за то, что, допустим, идет дождь, да, и он попадает в землю и уходит туда в землю. Стоп, ты платишь налог за то, что падает дождь на землю? Да, можно так это тоже сказать. И ты этого налога, в принципе, можешь избежать, правильно? Да, ты можешь заасфальтировать все, да, и тогда не будешь платить. Да, чем больше асфальта, тем больше налога, да. Ну, наверное, много асфальта в Германии, да? Да. Вот. Ну, люди некоторые, которые, да, хотят сэкономить копеечку, да, они это делают. Это не так, что там бешеные цены, но все равно это нелогически, да. Окей. Третий закон. Не знаю, закон, вот мы платим налог за машину. Да. Ну, все платят налог за машину. То есть транспортный налог, правильно? Ну, есть страны, где не платят налог за машину. Допустим, Германия – это центральная страна, через которую едут практически все. С севера на юг, с юга на север. Ну, согласен. Я Да. много раз ездил по Германии. У меня большой вопрос, почему я должен платить за дороги, да? Ну, для того, чтобы они были. Да, а в других странах платят, вот в Италию ты ездил, да, платил. Платные дороги, ты Платные имеешь в виду? дороги, да. Ну, хотя, я, если честно, безумно уважаю, что в Германии пока не ввели платные дороги. Да, я сейчас очень доволен, что в Германии, ну я плачу в Германии, но я доволен, что вот в Швеции у вас я не плачу за эти Кстати, да, в автомагистрали. Швеции нету платных дорог, но есть платный въезд в большие города. Тем самым, чтобы уменьшить трафик и загазованность в столице, например, в Стокгольме и в Гетеборге, чтобы люди использовали чаще общественный транспорт, нежели свой личный автомобиль, делают тренгельскат. Тренгельскат – это налог за въезд. Если ты въезжаешь на автомобиле в город, ты за это должен заплатить. Тем самым это должно людей ограничивать, что они должны бросить свою машину, сесть на общественный транспорт и дальше перемещаться по городу бесплатно. В принципе, я с этим согласен. Отчасти. Андрей, костер в нашем камине потихоньку догорает. Наш блиц подошел к концу. Я хотел бы еще раз поблагодарить тебя. Во-первых, за то, что ты дал нам возможность сделать это интервью. Это одно, я могу сказать так, это дебютное интервью на нашем канале. Мне очень приятно, что ты как человек, разделяющий, во-первых, наше увлечение, я имею в виду настоящие мужские активные увлечения, так как и действующий психотерапевт, действительно человек, я считаю, который заражает своим спокойствием. Мы с тобой не первый год уже путешествуем вместе, и я, наверное, каким-то образом, как попугай, копирую твое поведение, и поэтому веду себя очень спокойно, сдержанно. То есть, могу сказать, благотворно ты на меня влияешь. Это я так отошел немножко от темы. Хотел бы тебя поблагодарить. Спасибо тебе за возможность сделать интервью. Спасибо тебе за обзор твоего коня. Как ты еще раз его называешь? Протон. Протон, да. И жду новых встреч и новых приключений. Взаимно, Рома, спасибо. Спасибо.